Во время работы с рунами мы обращаемся к богам, покровителям. А как их призывать? Такой вопрос. Рунистика как таковая, без работы с силами высшего сознания, она практически невозможна. Я объясню почему. Дело в том, что силы, которые руны, в общем-то, эти и дали людям, они являются покровителями этих инструментов. Поэтому, призывая божества или призывая пятимерное сознание, которое мы выводим на проекцию своего восприятия, мы таким образом усиливаем эффект от рунической магии. То есть, работая с руническим инструментом, идет призыв самого Бога. Вот даже название рун некоторые оканчиваются «ас». То есть «ансус», «урус» — это определенные окончания, которые определяют призыв Бога. То есть в окончании есть звучание призыва. Поэтому очень многие, большинство рун, они заканчиваются или «ас», или «ис», или «ус». То есть вот это звучание, особенно «ас», «ансус» или «ингус», «урус», они, в общем-то, позиционируют как звучание призыва. Поэтому, работая с рунами, называя руну по имени, вы уже призываете того или иного покровителя. А покровитель — это в человеческом понимании, чтобы было более понятно. На самом деле вы призываете определенную силу. То есть за каждой руной стоит не просто глиф, а стоит сила. Называя руну по имени, вы называете Бога или божество, или сознание, которое намного выше человеческого, подкрепляя или усиливая эту руну. Особенно, когда пишутся определенные вязи или определенные формулы, и когда идет порунное называние вязев, то есть формула, где есть несколько рун, выстраиваются в определенном порядке, они связываются между собой в определенную структуру. Это своего рода звучит как призыв сил, уже активируется, идет активация через руны, идет активация мощной энергетики этой формулы или вязи, и это уже может даже звучать как заклятие. Особенно можно поставить как заклятие или как призыв. Поэтому, уже называя руны, вы призываете силы или богов, или как вам угодно, высшее сознание для того, чтобы усилить энергию. Как еще можно призывать? Призывать можно как угодно. Я вам приведу такой пример. Смотрите, когда мы зовем кого-то из своих родственников, например, жену или мужа или ребенка, что мы делаем? Мы его призываем по имени. Называя имя, мы уже призываем. Это может немножко отличается, я просто провожу аналогию. То есть призыв богов или призыв покровителей точно так же, и как мы в быту называем по имени. Называя по имени того или другого человека, мы призываем, то есть обращаем на себя внимание, показываем: эй, я здесь, обрати на меня внимание. Соответственно, вот эти призывы, они идет следствие, то есть идет определенный контакт, идет определенная ассоциативность восприятия. Или, например, если в быту мы к кому-то обращаемся, мы обращаемся к нему по имени, в общем-то, мы чего-то хотим, задаем вопрос, или общаемся, или разговариваем, или спрашиваем, и так далее. Поэтому это второе. Нужно ли какое-то ритуальное действие, или какие-то факела, костры, или какие-то инструменты обязательно? Я вам хочу сказать, что это все зависит от вашего воображения. То есть если вы воображением можете построить себя или отнести себя к, например, представить, что вы находитесь на какой-то поляне, где факелы, и все танцуют и призывают Бога, пожалуйста. Некоторым нужно для того, чтобы возбудить свое воображение, нужно, например, сделать какой-то ритуал. То есть ритуальность — это не что иное, как театральное действие, которое выстраивается по определенному сценарию и которое инициирует то или иное действие. Вот в ритуальной магии это, как правило, работает. Почему оно работает? Потому что мы из ритуала, то бишь астральной проекции, переносим на ментальную проекцию, с ментальной проекции мы переносим на будхиальную проекцию, то есть проекцию
восприятие. Перенося это, есть разные техники. Я сейчас в этом коротком видео не буду говорить об этих техниках. Я этим техникам обучаю в школе, даю постепенно, по нарастающей. Есть эти техники, которые создают будхиальное восприятие. Поэтому кому-то нужно, например, расставить какие-то атрибуты, которые являются определенными символами. Кому-то надо прочитать какое-то там заклятие или, допустим, прочитать какой-то речитатив ритмичный. И это тоже, в принципе, может быть призывом. Например, можно читать старшие эды, там, речи Высокого или прорицание Вельвы или речи Секретивы. Это тоже будет своего рода призыв. А на самом деле идет ментальное обращение, когда мы ментально, перенося это на экран третьего глаза, переносим определенную картинку, давая себе, своему воображению, возможность представить. А представить — это мы представляемся, представим себя или свое восприятие представим. И таким образом делаем призывание, звание. То есть мы называем по имени. Название. Призвание — это вот как вот если взять корень старославянского слова, это мы при зове. То есть мы находимся при зове. То есть мы еще не позвали, но мы находимся при зове. Вот эти вот два сочетания нашего восприятия, когда мы предстаем и когда мы призываем, оно соединяет нас вместе с божеством. Поэтому можете использовать какие-то атрибуты, которые вам могут помочь воспринимать или видеть сам процесс. Чем выше развивается будхиальное восприятие, тем проще, например, уже этих ритуальных всех действий не нужно. Достаточно войти в определенное состояние. Я называю его восприятие, многие называют это медитация. Опять же, нужно разобраться в терминах, что я понимаю под медитацией, или называю его восприятие. Медитация — это когда вы концентрируетесь на определенной мысли, на определенной идее. В переводе с греческого это размышление, то есть размышление над определенным конкретным предметом или сутью, или там, вещью, или идеей, философией, или, например, размышления о том же Боге, о божестве, о покровителе, о силе, об энергии. То есть когда мы входим в это состояние и углубляемся, то есть когда наше восприятие углубляется именно в это состояние, когда мы находимся в неком таком предтрансовом состоянии медитативном и начинаем воспринимать любую силу, к которой мы обращаемся. Поэтому какие-то правила есть. Было бы, можно установить какие-то правила, но на самом деле любой маг устанавливает правила свои. Он может взять какой-то сценарий, как призывать, то есть может взять какой-то сценарий, по нему действовать, но рано или поздно приходит такое понимание, что это уже имеет второстепенное значение. Важно то, как ты это делаешь, то есть, а не каким образом. Поэтому, призывая богов во время работы с рунами, уже, я повторюсь, уже тем, что вы называете руну по имени, вы уже призываете силу. Вот почему руны обладают такой мощью. Всякий раз называя по имени, вы уже призываете высшие силы.